топ пауэрстанций больше или 2 киловаттных или больше. Вот так вот, знаете, не беру там 3 киловатта, 2 и 2 плюс киловатта, и вернее зарядных станций 2 плюс киловатта для вашего дома, для кемпинга, для дачи, для выезда, для ремонта, для выездных строительных работ. Ну, короче, сегодня у нас на канале Технозон, зарядные станции 2 киловатта за очень хорошие деньги, но сегодня не топ-5, сегодня топ-3, все остальные повылетали из топа, и я объясню почему. Поехали. Вы сейчас видите на экранчике 3 Power станции. All Powers R2500, Fozibot F2400 и Dapson DBS 2100. Я сейчас объясню, почему такая логика, куда делись остальные, ссылки в описании под видео разместил и на обзоры, я делал обзоры, и на проверенных продавцов, и на промокоды для этих Power станций, потому что цены конкретно с нашими промокодами там просто шара. Ну, не у всех. Про все остальные сейчас тоже поговорим. Перед тем, как я вам начну рассказывать дальше, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик. Но начнем мы конкретно с первого места. И почему Fozibot, если он в киловаттном тесте у нас на первом месте, кстати, ссылку тоже в описании закину вам, на топ пауэрстанций на 1 киловатт. Очень классный топ. И там Fozibot F1200 на первом месте, то в 2 киловаттных пауэрстанциях есть совсем другой у нас принцип. Начнем мы со сравнения цены. И на третьем месте у нас оказался Dapson со своей ценой 1300. И если бы он стоил хотя бы там евро 800-900, то, честно вам скажу, он был бы на первом месте. Все цены в евро, потому что заказываются эти пауэрстанции в Европе либо в Германии через регионального поставщика в Украину, как я говорил уже, там какого-нибудь NP Shopping, либо Mist Express, пожалуйста, доставляется без проблем, еще и растаможки на текущий момент нет, потому что барыги за эти пауэрстанции сейчас в Украине берут втридорого. Насчет Dapson, он был бы на первом месте, но цена у его кусается. Fozibot вроде бы самый дешевый с промокодом стоит 749 евро, но на втором месте, на первом месте 854 евро у нас с промокодом Технозон All Powers 2500, но давайте теперь сравним. Емкость All Powers 2016 Вт, емкость у Fozibot 2048, а у Dapson 2150. И тут пока логика не складывается. Самый маленький у нас получается у All Powers 2016, тут разница всего лишь там 32 ватт-часа на Fozibot и, конечно, там почти на 140, на 134 ватта с Dapson. Да, там побольше, 134 ватта это конкретно нормально. Литий железофосфатная батарея у всех трех вариантов. Стандартная мощность 2,5 кВт у All Powers, у Fozibot 2,4, у Dapson 2,4. И тут пошло уже дальше вырываться вперед All Powers, и почему он настолько технологичный. По пиковой мощности 4 кВт на один блок All Powers, 2,4 кВт Fozik, то есть он как бы в стандарте сидит. И есть там у него кое-какой там турбомод, но он вот 2,4, вот поверьте, 2,4. И 4,6 киловатта у нас Dapson. Вообще 3,2, 3,6 в каком-то турбомоде, но 4,6 они декларируют очень аккуратненько в скобочках при параллельном подключении, при расширении возможностей. Да, и эти две пауэрстанции All Powers R2500 и Dapson DBS 2100 можно прокачивать по емкости с помощью дополнительных батарей. У Dapson еще и можно параллельку одну поставить и там получить на розетку 4,6 кВт, ну на розетке 4,6 кВт пиковых. Это прикольно. У Fozibot такого, к сожалению, нет. По циклам 3500 у Фозика и All Powers и 4500 циклов зарядки у Dapson. Ну, вообще Dapson это немецкий бренд, они, конечно, очень крутые, хотя это тоже Китай, но конкретно они заточены были изначально, они первоначально заходили на немецкий рынок. А вот теперь по зарядке. 1500 Вт у All Powers. Это значит, что в периоды отключения света, либо когда у вас есть свет, либо при подготовке к путешествию, либо выезду, вы зарядите его быстрее примерно за 2 часа. 1100 Вт у Fozibot, и этим он проигрывает, несмотря на цену, то есть медленнее зарядка на 400 Вт в час, и вам понадобится приблизительно 2 часа 40 минут до 3 часов зарядки до полной батареи. При том, что у Fozibot еще и странно построена система охлаждения, они его укомпактили, он самый легкий в классе 22 килограмма, но вы должны постоянно открывать крышки, если забыли, она будет греться, вот это плохо.
То есть здесь тоже такой очень интересный компромисс между весом, потому что All Power самый тяжелый, он весит 29 килограмм, 22 килограмма Фозибот, а Дапсон весит 24,5 килограмма. Но дальше у Дапсона все нормально с мощностью 1440, и заряжается он за 1,5 часа. Теперь по солнечной батарее 1000 ватт у All Powers, 500 ватт у Фозика и 1200 у Дапсона. Чтобы вы понимали, 1200 плюс 1440 у Дапсона не суммируются, они дают 2 киловатта, как в принципе All Powers. Теперь мощность зарядки от автомобилки 100-100-100, тут все одинаково, и есть у всех трех вариантов UPS, то есть источник бесперебойного питания, когда мы тестировали и переключение телевизоров, и системных блоков, компьютерных, все работает, и те же самые, допустим, котлы отопления переключаются, все отлично. У All Powers есть проброс на 0, котлы отопления работают отлично. За него я уверен, потому что у меня дома работает All Powers. Я вам, кстати, сейчас показываю видео. То есть у меня All Powers конкретно работает на котле не первый, вот уже больше года. Вообще он работает постоянно как источник бесперебойного питания, без проблем. Дальше. Теперь пошло то, чего нет у Фозибота. Почему он на втором месте? Его можно, эти пауэр-станции 2-киловаттные можно качать. И качать, например, Дапсон можно раскачать до 12,9 киловатт тотальных, ну, дополнительной добавочной мощности, емкости 10,5 киловатт-час, то есть 13 киловатт, это уже серьезное дело, но стоимость там будет просто unreal. Поэтому я ее как бы не рассматриваю, а здесь с помощью батареи B1000 можно максимальную емкость расширения получить 3,5 киловатт, 3,456, и максимальную емкость вместе с базовой станцией получить 5,5 киловатт. Все хорошо. По розеткам. 4 розетки у Дапсона и All Powers, 3 розетки у Фозиботика и корректная синусоида у всех трех экземпляров. У All Powers нет, к сожалению, DC5521 выхода, которого нет. Ну, я честно, я им ни разу ничего не заряжал при наличии у меня, допустим, разных видов пауэр-станций. И уже там пошло по Type-C-шкам. У All Powers самые мощные Type-C-шки, то есть у нас там 2 Type-C-шки по 100 Вт, а здесь у нас тоже 2 Type-C-шки по 100 Вт у Дапсона и одна по 30 Вт. А вот у Фозика одна соточка, 3 двадцатки. Вот как-то так. По Type-A уже там все более-менее понятно. 18-ваттные у всех, различается только мелкое количество. И есть CarPort 120 Вт у All Powers, 96 у Фозика и 126 у Дапсона. При этом есть у них приложение, кстати, у Фозибота обновленное приложение, обновленные Фозиботы пошли, они поддерживают Wi-Fi, есть сертификации безопасности UL, PCE, CE, FCC, ROX, UKCA, короче, есть это все. Но вот это вот все тройка лидеров. Что же случилось с остальными? Давайте мы посмотрим с вами вот в таком контексте. Ну, во-первых, начнем с All Powers. Цена 899 при использовании промокода Технозон. Смотрите, сюда вбивается, вот у меня уже вбит промокод Технозон. Это реально 854 евро. И за 854 евро это одна из лучших пауэр-станций. Она просто, у нее, знаете, такие средние технологические показатели за свою цену, потому что Фозибот, да, он сейчас стоит 879 с промокодом, я вам разместил в описании под видео, вы ее получите там за 700 с мелочью, или за 800 с мелочью, но, ребят, вы получите немножечко меньше, чем в том же All Powers. Даже не немножечко, в некоторых моментах мощность поменьше, нет, меньше мощность зарядки, меньше мощность солнечной батареи и тому подобное. Dapson это, конечно, top of the pop. Тут у нас и мощности зарядки, и порты расширения, и сама по себе качество, и 2330 на текущий момент уже вот версия у них пошла DBS 2300 вместо 2100, то есть 2,3 киловатта, я даже специально показал. Но цена, 1100-1300 евро. Она неоправданно дорого. Получается, мы, взяв All Powers за 800, мы можем купить B1000 батарею, чуть-чуть добавить и купить уже на 3 киловатта будет вместо 2 у Дапсона. Что случилось, допустим, с какими-то там Blue Yeti? Теперь давайте, вот Blue Yeti AC200L, 2048 ватт-часов за 1400 евро, ну извините меня. Потому что я просил у них промокода, они даже промокоды не дают для того, чтобы сделать для вас скидку. Это как? То есть, да, он там все неплохо, 1200 ватт вход, 2,4 киловатта у нас быстрая зарядка до 80% за 45 минут. Это все хорошо, да, все хорошо, мониторинг есть у Blue Yeti. Все отлично, 3000 циклов. А почему 3000 циклов? Да, меньше циклов зарядки. Вот вам и ситуация. Blue Yeti вылетает. За такие деньги, извините меня, Dapson возьму.
с более интересными показателями. При том, что здесь нормально, вот можно расширить 8 киловатт. Нормальная же пауэрстанция. Но нет. Но нет, и расскажите мне, почему я должен ее включить в топ. Либо Аферий, да, Аферий, Аферай, его называют по-другому, 2048. Тут вообще это полный аналог Фозика, но дороже, за 1049 евро. С какого ляда перепуга? Это полный аналог Фозика, у него даже крышечка такая же сверху есть. Для хранения, сейчас я вам покажу, здесь нет, в моем обзоре можете посмотреть. Это полный аналог Фозика, компактный и все остальное, с правильной синусоидой, все. Но опять же, пошло 500 ватт у нас солнечная батарейка и зарядка 2 часа. Ну блин, ребят, ну не то, за 1049 евро, извините, я куплю что-то получше. Потом пошло Oukitel. Oukitel, классный вариант, 749 евро, даже можно промокодик у них выпросить. И с Oukitel мы там вроде бы общались. Ну теперь давайте, что мы получаем за 749, даже можно там получить его за 699 евро. Я вам закину ссылки на все эти пауэрстанции. Все пауэрстанции. Если вы мне не верите, пожалуйста, покупайте, проверяйте. Ну что у нас по Oukitel? У нас 1,8 час зарядка до 80%. А почему? Да потому что у нас медленная зарядка здесь. У нас здесь медленная зарядка. У всех у этих пауэрстанций, если кто-то мне там скажет, там у той пауэрстанции есть BMS, есть защита всех там моментов, там, вот, перенапряжения, вот короткого замыкания, вот куча там каких-то моментов, у всех этих пауэрстанций есть BMS модули, которые защищают просто-напросто ваши пауэрстанции от разных неприятностей, да и вас тоже. Oukitel, извините меня, медленно, долго, от аутлета 1100 ватт, плюс 500 ватт адаптер, там что-то там 1600 ватт вы можете получить. Но солнышко вы не получите. И максимальная входная потужность, и максимальная входная мощность на солнечную батарейку 500 ватт. И это еще не все. Дело в том, что по Oukitel есть проблемы с шумом. То есть, да, все пауэрстанции шумят, особенно даже в простое у них будет работать охлаждение, потому что работает инвертор. Но так как шумит Oukitel, извините меня, я еще не слышал. Да и плюс есть некоторые жалобы на выход из строя этих самых вентиляторов. Вот чего-то там с подшипничками, наверное, не то. Сейчас адепты EcoFlow набегут и начнут кричать: лучше EcoFlow нет. Да, тестировали мы EcoFlow, урезанные стандарты быстрой зарядки, пожалуйста. Тот же Delta 2 Max, который 2-киловаттный, на немецком сайте 1600 евро. Опять же, ту же самую 2-киловаттную станцию с достаточно быстрой зарядкой. Она легкая, все хорошо. Dual Charging, расширение батареи, 800 ватт солнечная зарядка. И только за бренд вы переплачиваете непонятные деньги и не получаете, кроме Power Delivery, например, на Type-C ничего. А почему тогда? Потому что урезанные стандарты быстрой зарядки. Пойдите посмотрите наши обзоры на EcoFlow. Раздули бренд, раздули все хорошо. И в сухом остатке у нас остается действительно 3 претендента для топ пауэрстанций 2-киловаттных. И All Powers, получается, со своими усредненными технологичными показателями и решениями, получается на первом месте. Соотношение цены и возможностей. На втором месте FoziBot, отличная пауэрстанция. Действительно, если вы не собираетесь ничего расширять, покупайте, она легче, немножко дольше будет заряжаться, но она отличная. И Dapson, который мне тоже очень сильно понравился, но тут Dapson это уже дорого-богато, это конкретно под какие-то моменты. Я вам скажу, за 1600 евро или с промокодом сейчас можно взять на All Powers, я вам сейчас покажу одну вещь, а вы там уже сами поймете. У меня R4000 есть, R4000 вот такая вот за 1679 евро. Да еще и с промокодиком, можно с технозончиком. Давайте технозончик вобьем. И посмотрим, у нас 1595, 3,5 киловатт станция, которая расширяется там до 13 киловатт. И она еще и на колесиках. А у нее 4 киловатта мощности. У нее 3 конкретных входа под солнечные батареи. Это конкретный инвертор под солнышко. Классный. И это для полного бэкапа. У меня такая стоит на студии. Не верите? Я вам сейчас покажу. Смотрите. Вот вы конкретно, не верите, наверное. Я сейчас снимаю в режиме реального времени, и мы сейчас на ней работаем. У нас сейчас свет есть. Когда света нет, мы используем All Powers R4000. Ребят, я свое слово сказал, ссылки в описании под видео, промокоды в описании под видео, и на все вот эти пауэрстанции вам закину в описании под видео ссылки. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.